Собака каждый день приходила к старому сараю и начинала выть. Не просто скулила, выла так, будто звала на помощь. Люди проходили мимо и не обращали внимания, пока один мужчина не остановился. Он решил проверить, что там внутри. Открыл дверь и в тот же момент замер от ужаса. Сельский фельдшер Михаил каждое утро шел по узкой, едва заметной тропинке вдоль заросшего пустыря. Дорога эта давно стала для него привычной. Она вела к небольшому дому на окраине, где жила немецкая овчарка по кличке Альма. Хозяйкой собаки была пожилая женщина, Мария Петровна, которую недавно увезли в районную больницу. С тех пор Михаил взял на себя заботу о собаке. Приходил, кормил ее, проверял, все ли в порядке, и старался хоть немного скрасить ее одиночество. По пути он всегда проходил мимо старой конюшни, полуразрушенная, с перекошенной крышей и заколоченными досками окнами. Она давно пустовала. Местные обходили ее стороной. Слишком уж мрачным казалось это место. И вот уже несколько дней подряд Михаил замечал странную вещь. Альма неизменно останавливалась у тяжелой перекошенной двери конюшни и начинала выть. Ее голос звучал глухо и протяжно, будто она кого-то звала или пыталась предупредить. При этом она никого не подпускала слишком близко. Настораживалась, напрягалась и вставала между человеком и дверью, словно охраняла что-то внутри. Сначала Михаил решил, что собака просто скучает по хозяйке и ищет укромное место или что-то знакомое. Но однажды утром ее поведение резко изменилось. Вой стал резким, прерывистым, тревожным, таким, от которого невольно по коже пробегал холод. В этот раз он не смог пройти мимо. Подойдя ближе, Михаил с усилием отодвинул покосившуюся дверь. Доски заскрипели, будто не открывались много лет. Внутри его сразу накрыл тяжелый запах сырости, прелого сена и чего-то еще, едва уловимого, но тревожного. Он достал фонарик, включил его и медленно осветил темный угол. Сначала он ничего не понял. Старые ящики, рваные мешки, сгнившие доски. Но затем, среди этого хлама, он заметил слабое движение. Михаил замер и пригляделся. Там в углу лежали 3 крошечных котят. Белые, грязные, едва живые. Они дрожали от холода и голода, но даже не могли мяукать. Лишь слабо подрагивали, словно вот-вот угаснут. Михаил осторожно наклонился, бережно взял их одного за другим и уложил в старую картонную коробку, найденную рядом. Он вынес их наружу на свет. Альма сидела неподалеку и молча наблюдала, не сводя с котят глаз. В ее взгляде было что-то особенное, будто она ждала именно этого момента и, наконец, дождалась. Позже выяснилось, что их мать, дворовая кошка, погибла под колесами машины неподалеку от дороги. Похоже, перед этим она успела спрятать котят в старой конюшне, надеясь, что кто-нибудь их найдет. Но место было заброшенным, и без помощи они бы не прожили и дня. На следующий день Михаил отвез котят к ветеринару. Им оказали помощь, согрели, начали выхаживать. А Альма после этого случая больше ни разу не подошла к той конюшне. Она словно понимала, все, что было нужно, она уже сделала. История быстро разошлась по всей округе. Люди обсуждали ее на лавочках, в магазинах, делились подробностями. Соседи приносили теплые тряпки, молоко, корм, предлагали помощь в уходе за котятами. Но больше всего всех волновал один вопрос. Как собака смогла почувствовать, что за закрытой дверью в полной тишине находятся умирающие живые существа? И каждый, кто слышал эту историю, невольно задумывался о том, насколько тонко животные чувствуют мир, и как иногда именно они становятся настоящими спасителями.